Стрельцы, приветствую вас на моем канале. Это ваш астрологический прогноз на июль 2026 года. Этот месяц принесет вам партнерство, дальние горизонты, трансформацию финансов и день, когда будут исполняться ваши желания. Помните, что до 23 июля у нас с вами ретро-Меркурий. Он будет наводить порядки в сфере чужих финансов, долгов, кредитов, наследства и налогов. Готовьтесь к тому, что могут возвращаться старые финансовые вопросы, зависшие платежи, выплаты, забытые обязательства, возможность закрыть прошлые хвосты. Развернулся Меркурий 29 июня. У меня есть отдельное видео подробно по каждому знаку зодиака, что у вас будет происходить. Переходите, смотрите и обязательно не забывайте сначала по асценденту, смотрите потом уже по Солнцу и Луне прогноз. Тогда у вас будет четкий порядок, какие события у вас проиграются в этом месяце. Второе, самое важное событие этого месяца и ближайшего года, то, что ваша планета-управитель, планета счастья и удачи Юпитер перешел в сектор дальних горизонтов, поездок, иммиграции, высшего образования, международных компаний, судов, юридических вопросов и останется там на целый год. Почему это прекрасное событие? Потому что по отношению к вашему знаку Юпитер будет в аспекте удачи. Значит, весь следующий год успех будет связан с расширением ваших горизонтов, с учебой, с поездками, с иммиграцией, с связями с иностранцами, решениями юридических вопросов в вашу пользу. Все это получит мощную поддержку. Переходите, смотрите, у меня есть отдельное видео про Юпитер во Льве и насколько он щедрый. Пишите, делитесь, что происходило с 2014 по 2015 год в этих сферах, которые я перечислила. Тогда Юпитер был в таком же положении. Помимо этого, в этом месяце нас с вами ждут два редчайших аспекта. Первое – это соединение Марса и Урана в секторе вашего партнерства, которого не было 70 лет в этом знаке, такого соединения. Это даст внезапные резкие повороты в отношениях, договоренностях и каких-то делах с партнерами. Второй аспект – гармоничный аспект удачи Урана и Плутона, а такого не было у нас с вами последние столетия. Он соединит ваш сектор партнерства со сферой информации, документов, поездок и ближайшего окружения. Мощнейший коридор возможностей, который будет открываться до ноября 2026 года и повторится там же летом 2027 года, уже закрепляя результат. Но самый главный день месяца я назову в конце этого видео. Бриллиантовая дата, когда Солнце соединится с вашей планетой-управителем в секторе дальних горизонтов. День, когда обязательно нужно прописывать свои желания. Это открывается портал энергии, исполнения желаний на целый год. Запускается годовой цикл удачи, роста, изобилия. Обязательно вы не должны пропустить этот день. Помечайте в себе его в календаре, напоминание ставьте. В конце видео я расскажу, что это за день. Обязательно прописывайте желания, загадывайте желания. Вы можете приобрести мой гайд, подготовиться, купить ватман, купить нужные фломастеры, посмотреть в каком секторе, как прописывать, изучить эту инструкцию мою, по которой я 5 лет последние сама делаю свою карту желаний. У меня сбывается все, даже YouTube. Я когда вклеивала его в карту желаний, я даже не думала его заводить. Как-то в тот период было очень модно, что начинают заводить YouTube-каналы, вклеивают кнопку серебряную или золотую. И мне понравилась эта кнопка, я тоже ее вклеила. Хотя я даже не думала заниматься ютубом, и у меня все равно это сбылось. Поэтому пока вы можете приобрести карту желаний. Цена 2 чашки кофе, но она остается навсегда. Вы можете смотреть правильно, как правильно написать. Не просто так в разброс, именно по фэншую, где, в каком секторе что писать. И там есть такой классный крючок, я для вас оставила, как сразу же запустить в первые 2 недели карту. Не чтобы она пылилась, и вы ждали, а когда же сбудется мое желание. Нет, сразу через 2 недели, чтобы у вас желание сбылось. Такого никто не дает. И плюс бесплатно от меня практика благодарности на исполнение желаний. Все ссылки я оставлю в закрепленном комментарии. Не упустите эту дату. Такое бывает раз в 12 лет. Почему? Потому что именно соединение происходит в щедром знаке Льва. По нашей с вами традиции, мои подписчики знают, постоянные зрители, что месяц намного благоприятнее складываются и события, когда вы оставляете в комментариях послание Вселенной, пишите: «Во благо мне и моей семье принимаю изобилие и благодарю». Обязательно закрепляйте эту энергию в комментариях. И для тех, кто впервые на моем канале, хочу сделать объявление, что со временем я буду меньше брать клиентов на разборы, личные консультации. Цены я также буду менять. У меня очень
расширился список моих постоянных клиентов, времени у меня нету. Возможно, такое, что в будущем я закрою к себе запись, поэтому если вы хотели ко мне попасть в число моих постоянных клиентов, пишите мне на электронную почту или в Telegram, Instagram для разборов. Цены актуальны недолго, но пока вы можете по вот таким выгодным ценам обратиться ко мне. Итак, стрельцы, 4 июля Марс соединяется с Ураном в знаке Близнецы в вашем 7-м доме гороскопа, который будет очень активен в этом месяце. Это точка кипения в сфере партнерства. Такого соединения в вашем секторе брака, деловых союзов, переговоров, договоров, открытых врагов не было около 70 лет. Марс — это действие, огонь, инициатива, напор, иногда и конфликт, а Уран — внезапность, электричество, хаос, переменные и резкие освобождения. Близнецы, в которых они встречаются, добавляют сюда информацию, документы, переговоры, связь и двойственность. 7-й дом отвечает за мужа, жену, за бизнес-партнера, за клиентов, заказчиков. Любые открытые противники по 7-му дому тоже тут конкуренты, судебные оппоненты. В теме партнерства срабатывает резкий неожиданный импульс. События развиваются молниеносно и будут приходить через звонок, сообщение, электронное письмо или внезапный разговор. Может быть, даже в дороге вы что-то узнаете. Все, что зрело в отношениях, может взорваться за секунду. Если вы в браке или в долгих отношениях, может быть внезапная ссора, которая перерастет в скандал. Может быть, наоборот, партнер, от которого вы ждали какой-то решительности или шага, вдруг сделает вам предложение руки и сердца или объявит о желании съехаться, начать жить вместе, предложит открыть собственный совместный бизнес. В деловых союзах партнер может внезапно выйти из проекта, расторгнуть договор или наоборот вообще предложить вам сделку, которая требует немедленного ответа. Особенно если был какой-то застой. Марс с Ураном могут выдернуть вас из болота, могут дать вам наконец-то продвижение в вопросах, которые связаны с клиентами. Клиент, с которым вы работали, не давал ответ, может быть, не знаю, не решался на сотрудничество с вами, может неожиданно позвонить и сделать самый крупный заказ вообще в истории вашего сотрудничества. Если вы находитесь в судебном процессе с кем-то, может прийти неожиданное решение, звонок от юриста, который перевернет ход дела. 7-й дом — это еще договора. Может быть, вы подписываете или расторгаете договор аренды, договор купли-продажи, либо договор, который вы собрались продлевать. К примеру, вы арендуете жилье, расторгаете с арендодателем, а он в этот же день или там на следующий день звонит и предлагает вам на выгодных условиях остаться, потому что не может найти других, арендаторов. Будьте осторожны, чтобы не ввязываться в конфликты именно в этот день. И будьте осторожны с электричеством. Если вы ходите из дома, проверяйте плитку, проверяйте, вы отключили ли все электроприборы. Не оставляйте на ночь возле себя пауэрбанки или телефон на зарядке, потому что такая неожиданная энергия. И будьте осторожны за рулем. Тут такой день аварийных ситуаций, поэтому не обгоняйте, не проезжайте на красный свет, потому что это может вам дорогого стоить. Лучше быть, не знаю, предостеречься лишний раз, чем попасть в какую-то неприятную ситуацию. Просто помните, что день очень нервный, в принципе, начало июля. Кстати, может быть какая-то совместная поездка, перелет совместно с мужем, женой, с деловым партнером. Может, вам кто-то звонит, говорит, мы улетаем через 3 дня, все, собирайся. Деловой партнер там вам звонит и говорит, я договорился о встрече, но в другом городе, нужно выезжать завтра. То есть какая-то командировка может быть незапланированная. Может быть внезапное появление человека, с которым вы когда-то были в отношениях или вели какие-то дела, потому что у нас сейчас Меркурий еще ретроградный. Вот этот человек может объявиться с предложением восстановить союз, восстановить партнерство или закрыть старый вопрос, который остался незавершенным. События этого дня будут происходить быстро, молниеносно и без предварительной подготовки. Если вы что-то планируете на этот день, будьте готовы, что планы могут меняться. Лучше в этот день не разрывать связи, не сжигать мосты, потому что может быть конфликт с вашим мужем, женой, с партнером. Может, вы резко захотите там уйти, расстаться. Аспект остро действует пару дней до после, но запущенный процесс будет разворачиваться неделями, может даже месяцами. Поэтому будьте осторожны, не наговорите лишнего. Проверяйте обязательно роутеры, проверяйте гаджеты свои, особенно если у вас важная встреча. Может быть такое, что у вас, не знаю, онлайн с кем-то конференция, и тут у вас просто ноутбук разряжается или просто отключается. То есть сбои какие-то будут в этот день. Будьте осторожны и оставляйте себе запас времени.
Может быть такое, что, к примеру, дома прорвало трубу или что-то с электрикой случилось. То есть какие-то внезапные поломки будут. Не обязательно, но приготовьтесь к тому, что что-то может идти не так, как вам бы хотелось. Ну, что-то непредвиденное. Классно, что это аспект пробивной силы, и вы сможете, если вы в долгом застое, если вы не могли найти работу, не могли найти клиента, то этот аспект может вам помочь сдвинуться с места. Может, вам придет идея наконец-то, как продвинуть свое дело, через кого найти работу или куда идти, кому звонить. Можно использовать этот аспект во благо себе, разобрать дачу, там, разобраться в документах, в подписках. То есть направьте энергию, если у вас в этот день выходной, лучше запланируйте себе что-то, чтобы направить выброс энергии. Да? Со спортом осторожно, если вы что-то делаете, тоже осторожно, но направьте эту энергию в правильное русло. 5 июля Марс из вашего 7-го дома гороскопа делает благоприятный аспект к Плутону в вашем 3-м доме гороскопа. Тут уже энергия более мягкая. Если 4 числа отношения с кем-то важным испортились, то вот 5 вы получаете инструменты, чтобы превратить этот импульс в управляемый результат, чтобы помириться, договориться. Марс дает вам действие и волю, напор, добиться своего. Плутон – трансформацию, власть над ситуацией. А аспект между ними – это как зеленый свет. День, когда через разговор, переписку, поездку, нужную информацию может полностью перезагрузиться ваше партнерство или разрешиться какой-то застарелый конфликт. Слова в этот день имеют очень большой вес, особый. Если вы поругались с мужем, с женой, то можете сесть, проговорить все спокойно, найти компромисс. Разговор не просто вас помирит, а выведет отношения на более зрелый уровень. Если вы давно хотели обсудить с партнером какую-то наболевшую тему, но боялись, то 5 июля подходящий момент. Марс вам дает волю, вы можете дожать переговоры, если партнер или клиент сомневался, сегодня он может согласиться. Одно правильно составленное письмо, звонок, личная встреча могут закрыть сделку, которая висела месяцами. Документы, договора, соглашения, которые вы откладывали, могут подписываться очень быстро и с выгодой для вас именно в этот день. Если вы находитесь в каком-то судебном споре или конфликте с кем-то, возможно, у вас родило имущество, развод, то этот день может принести вам какую-то неожиданную возможность, вы можете найти неожиданный аргумент или документ, который переломит ход дела в вашу пользу, письмо, старая переписка, свидетельство, о котором вы забыли. Ретро-Меркурий может давать вам, может быть, найдете какой-то документ потерянный старый или соглашение какое-то. Вообще хороший день для того, чтобы разрешить какие-то соглашения, которые вы откладывали, подписать что-то с выгодой для вас. Плутон в 3-м доме буквально выкапывает из-под земли нужную информацию, нужную бумажку и документ. Поездки, особенно совместные или связанные с партнером, могут складываться очень удачно. Если вы с мужем, деловым партнером собрались куда-то ехать, но откладывали, то этот день может принести удачную поездку, покупку билетов. Может быть, вы будете бронировать билеты. Короткая поездка приведет вас к какому-то важному знакомству или разговору, который все изменит. Если вы одиноки, вы можете с кем-то познакомиться в поездке. Если вы не работаете или вы на пенсии, может быть очень важный разговор с супругом, супругой о совместных планах, о переезде к детям, о переоформлении документов на недвижимость. Может звонок от родственников, который поможет решить застарелый вопрос или спор с соседями, с коммунальными службами. Можете обсуждать совместно с партнером, куда поехать в отпуск, и внезапно найдете компромисс, если до этого вы спорили, да, или позвоните старому клиенту, с которым давно не работали, он соглашается на новую сделку. Можете получить по почте какой-то важный документ, который закрывает давний какой-то спор, неважно, с арендодателем или еще какой-то спор, но что-то вы можете пробить в этот день, именно добиться своего. Марс даст вам энергию напора. День, когда ваша воля в отношениях с людьми получит доступ к мощному ресурсу, особенно через переговоры, через мессенджеры, через сообщения, через звонки, через коммуникацию, информацию. Говорите, пишите, договаривайтесь, в этот день вас услышат. 6 июля Солнце в знаке Рака будет делать квадрат к Сатурну в Овне в вашем 5-м доме гороскопа. Энергия дня такая глухая стена между вашими желаниями в сфере финансов, долгов, кредитов, инвестиций, наследства, процентов, каких-то выплат.
интимной жизнью, зависимостей и вашими личными увлечениями, личной жизнью, творческими проектами, бизнесом, азартными рисками. Солнце в 8 доме требует разобраться с глубокими темами, а Сатурн из 5 ставит жесткое ограничение, что нельзя получить удовольствие, легкие деньги, не решив какие-то старые обязательства. Вам могут отказать в кредите или займе, который вы хотели потратить на отпуск, дорогую покупку ребенку или запуск своего дела, если вы ждали наследства, дивидендов, страховой выплаты, материнского капитала или возврата долга, возврата инвестиций, то процесс затормозится или потребует дополнительных справок именно в этот день, когда вам эти деньги особенно нужны на развлечения, на хобби. Ваш партнер может предъявить финансовые претензии из-за ваших трат на развлечения. В интимной сфере может быть холод, отказ, может быть скрывшаяся тайна, которая разрушает вашу романтику. Если у вас есть какие-то любовные треугольники, какая-то тайна может всплыть, поэтому будьте осторожны, если у вас есть какие-то секреты. Также обостряется тема зависимости, попытка снять стресс алкоголем или азартной игрой приведет только к потерям и усугубит вашу проблему. В этот день никаких азартных игр, никаких зависимостей. И если вы планировали, к примеру, провести вечер с любимым человеком, поехать на свидание, не знаю, и в этот момент вам может там позвонить начальник, сказать, что все, срочно нужно выходить на работу. То есть ваши интересы против интересов других людей упираются во что, да, у вас есть одни планы, а получается совершенно по-другому. Или вы хотели купить дорогой подарок ребенку на день рождения, а банк присылает уведомление о просроченном платеже, не знаю, или приходит штраф какой-то, либо поднимается процент по ипотеке, какие-то незапланированные траты. Вы рассчитывали на прибыль от инвестиций, чтобы вложиться в какой-то проект, а вместо этого получаете уведомление от налоговой. Или вы решили сыграть в онлайн-казино на эмоциях, деньги уходят, и вы остаетесь в проигрыше. То есть такая энергия напряженная, которая упирается в стену. Лучше разгребите какие-то свои старые хвосты, не продавливайте ситуацию через скандалы, рискованные ставки, импульсивные траты. Сатурн тут экзаменатор, день требует трезвого взгляда на свои обстоятельства, на свои обязательства. Займитесь подсчетами, закройте висящие финансовые хвосты, откажитесь от рискованных вложений, ограничьте алкоголь или какие-то другие вещества в этот день. К вечеру, решив какие-то бюрократические вопросы, вы почувствуете, что напряжение спадает, и увидите, где ваша финансовая или эмоциональная безопасность была под угрозой. Если какие-то тут, конечно, любовные связи, то они могут вскрыться. Фон ретро-Меркурия в 8 доме добавляет путаницу и напоминает о скрытых долгах, не только финансовых. Аспект действует пару дней до после, но это день расчистки завалов. Будьте к этому готовы. 9 июля Венера переходит в знак Девы в ваш 10-й дом гороскопа. С этого дня и до 6 августа, Стрельцы, Венера, планета гармонии, комфорта, денег, будет находиться в секторе карьеры, статуса и репутации. Туда, куда она переходит, она приносит гармонию. Она напрямую связывает ваш профессиональный рост с поддержкой от окружения, с наведением порядка в ежедневных делах. Энергия этого периода результативная. Венера в Деве не любит хаоса, она требует четкости, аккуратности, практической пользы. В ближайший месяц ваша карьера, ваше положение в обществе будут улучшаться не через громкие события, а через планомерные обязательства, через полезные знакомства, грамотные советы, наведение порядка в документах и обязанностях. Шаг за шагом вы будете подниматься по ступенькам, но нужно будет самим прикладывать к этому усилия. На работе вас могут заметить, похвалить за внимание к деталям, за то, что вы привели в порядок отчетность, наладили какой-то забытый процесс, отнеслись с ответственностью к какому-то поручению. Коллега или партнер неожиданно окажет вам практическую помощь, подменит, подстрахует, даст контакт нужного человека, даст хороший совет. Если вы работаете на себя, если вы владеете собственным бизнесом, клиенты будут приходить по рекомендации от старых знакомых или через соцсети. Ваш авторитет в глазах начальства, чиновников, авторитетных каких-то людей возрастет, если вы покажете не просто амбиции, а реальный результат и дисциплину. Так как Венера связана символически с вашим 6-м домом, месяц отлично подходит для того, чтобы вы занялись своим здоровьем, причем может быть такое, что коллега скажет, что села на какую-то классную диету, или посоветует, не знаю, какие-то витамины, БАДы. Вы можете записаться к врачу, на массаж, пойти на фитнес. Это очень благоприятно отразится на вашей работоспособности. Связь с 11-м домом дает поддержку от друзей, единомышленников. Вас могут пригласить в профессиональное сообщество, позвать на мероприятия, где вы познакомитесь с влиятельными людьми, или просто похвалить публично, что повысит вашу репутацию. Ваш партнер может неожиданно
поручить важное семейное дело, связанное с документами, и его статус в семье укрепится или ее статус. Что еще может быть? Начальник может доверить вам вести сложный проект, потому что вы самый ответственный. Можете получить выгодный заказ, который, не знаю, придет по рекомендациям. Это положение Венеры вам, стрельцы, дает шанс вырасти в глазах окружающих за счет порядка, дисциплины, практичности и умения договариваться и ладить с людьми. Доход в этот период будет приходить не в виде внезапного богатства, а как закономерный результат хорошо сделанной работы, своевременной помощи коллег и поддержки от вашего окружения. Если вы ищете работу, ищите ее через ваших бывших коллег, через знакомых, через женщин каких-то. Венера вам в этом поможет. 13 июля ретро-Меркурий соединяется с Солнцем в вашем 8-м доме гороскопа. День, когда может прийти важная новость или документ, касающийся финансов, кредитов, налогов, наследства, алиментов, страховок, инвестиций, дивидендов или общего бюджета с партнером. Может быть какой-то важный документ, подписание. Ждите звонка из банка, уведомления от налоговой, письма от нотариуса или сообщения от бывшего супруга, супруги по финансовому вопросу. Могут всплыть старые долговые расписки, обязательства, забытые переплаты, ошибки в начислениях. Если вы подавали запрос на выплату какую-то, она может прийти в этот день. Если вы подавали на пособие, на налоговый вычет, страховую выплату, может прийти решение или запрос, что нужно донести еще какие-то бумаги. В деловой сфере возможно внезапное предложение от партнера пересмотреть доли, подписать новый договор займа или закрыть старый. Меркурий ретро, поэтому документы требуют тщательной проверки. Не подписывайте сгоряча, но информацию берите в работу. Одновременно в этот день в вашем 10-м доме карьеры и статуса Уран с Венерой будут в квадрате. Уран в 7-м доме, Венера в 10-м. Может дать резкий поворот в отношениях. Может быть, руководитель внезапно ставит вам условия, которые затрагивают ваш общий бюджет, или клиент, с которым вы давно работаете, неожиданно просит изменить условия договора. Может быть, ссора с мужем или женой на почве вашей карьеры. К примеру, там партнер считает, что вы слишком много работаете, или вы считаете, что партнер слишком много работает и мало вкладывает в семью. Либо ваша профессиональная репутация поможет вам решить финансовый спор. К примеру, начальник вступится за вас перед какой-то третьей стороной. И 14 июля новолуние в этом же 8-м доме запускает совершенно новый цикл. Это какая-то новость вам может прийти, вы можете начать оформление кредита, ипотеки, подать на перерасчет, начать заполнять какие-то бумаги на монетизацию, на какие-то выплаты, доли, инвестиции. Можете открыть совместный счет с партнером, можете запустить процесс получения наследства или страховки. В личной жизни может быть старт нового этапа. Если вы одиноки, то может появиться новый интимный партнер. А если вы в паре, это переход к общему бюджету с супругом, супругой, с девушкой или парнем. Если вы съезжаетесь, начнете жить вместе, у вас уже общий бюджет. Могут быть какие-то новости у вашего партнера по личной жизни, касающиеся финансов, и это затронет ваш бюджет также. Новолуние дает старт новому финансовому циклу. Решение не принимайте на эмоциях, но всю информацию фиксируйте, она станет основной для ваших следующих шагов. Кто-то из вас даже может пойти в терапию, начать новую терапию, чтобы закрыть какую-то старую психологическую травму. Новолуние в Раке добавляет семейный акцент. Деньги могут еще уходить на нужды дома, родителей или детей, на переезд, на документы, на место жительства. Что-то новое вы начнете оформлять. 18 июля один из редчайших, мощнейших аспектов не только июля, но последних столетий. Этого не было. Уран и Плутон, планеты высшие, медленные, фундаментальные. Они очень мощные. Не дают они, конечно же, сиюминутных вспышек. Прям они запускают необратимый процесс, который будет разворачиваться месяцами. Аспект гармоничный, это самое главное. Свободный поток энергии, поддержка, прорыв, не разрушение. Он будет действовать до ноября, создавать нам с вами коридор возможностей и повториться и закрепиться в 2027 году летом. Уран в вашем 7-м доме в знаке Близнецов – это все, что связано с партнерством в широком смысле этого слова. Муж, жена, серьезные отношения,
деловой партнер, клиент, заказчик, любой человек, с которым вы связаны договором или обязательствами. Это также открытые враги, оппоненты в суде, конкуренты. Сюда же относятся сами договора, контракты, соглашения, документы о партнерстве. А Плутон в вашем третьем доме, в Водолее. Это информация, это документы, переписки, переговоры, обсуждения, короткие поездки, транспорт, автомобиль, гаджеты, связь. Это ближайшее ваше окружение, родственники, братья, сестры, соседи, коллеги, однокурсники или просто знакомые, с которыми вы пересекаетесь в повседневности. Через них могут приходить возможности. Аспект соединяет эти две сферы. Через слово, через разговор, сообщение, короткую поездку, документ или гаджет в вашу жизнь входит партнерство, которое меняет все. Или через партнера может прийти важная информация, документ, предложение, которое переворачивает вашу повседневность и дает вам власть над ситуацией, открывает вам новые возможности через вашего мужа, через вашу жену. Вы можете сидеть в соцсетях, листать ленту и случайно наткнуться на человека, с которым начнете переписку, и это перерастет в деловое предложение, контракт, может вас в соцсетях найдет клиент, потому что 7-й, 3-й дом может давать клиентов через соцсети. Если вы судились с кем-то или месяцами о чем-то спорили по бумагам, может прийти мировое приглашение или компромисс, который неожиданно окажется выгоднее, чем победа. Может прийти какая-то новость от вашего партнера, от вашего мужа, жены, какие-то перемены у них классные, возможности какие-то, не знаю, новость, которая прям обрадует вас. В документах и договорах тоже может быть прорыв, если вы ждали подписания контракта месяцами, контракта на работу, возможно, или там на аренду, на покупку, неважно. Вам может прийти уведомление о том, что ваше предложение одобрено. Прекрасный аспект. Вы можете приобрести автомобиль, транспорт какой-то. Прекрасно. Если вы одиноки, вообще можете познакомиться с своим будущим мужем, своей будущей женой. Судьбоносное знакомство, возможно, где-то в дороге, в соцсетях, может быть, случайная поездка в такси, разговор в поезде, встреча на заправке, может быть, случайно абсолютно вы можете встретить свою судьбу. Если вы замужем или женаты, через партнера будут приходить важные, радостные новости, которые связаны с документами. Может, наконец-то супруг получает одобрение по визе или, я не знаю, какой-то документ, поездка важная, может, к родственникам мужа. И это напрямую повлияет на ваш общий бюджет и планы, в хорошем смысле. Если вы в ссоре с партнером, то одно сообщение или короткий разговор могут перезагрузить ваши отношения, вывести на новый уровень доверия. Может быть, поездка к партнеру, может, вы едете, да? Если там муж в командировке где-то или вы на расстоянии по каким-то причинам, может быть, поездка к любимому человеку. Для бизнеса и работы день, когда нужно звонить, писать, отправлять приглашения, отправлять какие-то предложения, продвигать себя, свое дело. Ваше слово будет иметь огромную силу. Один пост в соцсетях может привести клиента, который даст вам контракт на годы вперед. Фактически это может быть день, когда вы заключаете брак, да, документы, 3-й дом, 7-й дом партнерства, может быть, вы подписываете, получаете на руки свидетельство о браке или там свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о открытии бизнеса, налогового номера, компании. Очень-очень важный какой-то договор или контракт в вашей жизни. И это все будет поддержано планетами и аспектами. 20 июля еще одна дата, когда вас в YouTube могут пугать астрологи. Мне сами некоторые зрители писали под видео про Юпитер, что почему же вы не сказали про эту оппозицию страшную. Смотрите, Юпитер в 9 доме будет в оппозиции к Плутону в вашем 3-м доме гороскопа. Но в этот же день будет аспект поддержки к Нептуну. И на следующий день, 21 июля, аспект поддержки к Урану. События не разрушительные, просто обстоятельства складываются так, что вы как будто бы должны что-то выбирать, что вас тянут в разные стороны, что вы не успеваете везде. 9-й дом — сектор дальних планов, путешествий, обучения, миграции, юридических вопросов, расширения горизонтов. Ваша планета-управитель Юпитер в этом секторе дает вам удачу и поддержку, грандиозные возможности, какие-то, может, международные компании, люди издалека. Плутон в 3-м доме создает напряжение, заставляет вас проходить проверку на прочность через ближайшее окружение, документы и информацию. Может быть, вы запланировали переезд, миграцию, но все упирается в эти бумажки, справки, визы. Сейчас лето, где-то может быть отпуск,
у каких-то чиновников, да, или у вашего адвоката, у вашего юриста, и что-то как-то не состыковывается, не складывается, вы упираетесь в эту бюрократическую стену. Оппозиция Юпитер-Плутон — главный вызов этих дней. Ваше желание вырваться из привычных рамок, уехать, выиграть суд, получить международное признание, купить билет, может быть, куда-то, упирается в жесткое давление, манипуляции или контроль через бумаги, разговоры, короткие поездки или людей из вашего ближнего окружения. Представьте, что вы собрались в долгожданное путешествие, а родственники или сосед ставит ультиматум, требует решить срочно какую-то проблему. Или вы собрались в отпуск, проспались утром, а у вас с потолка течет вода, потому что сосед вас затопил. Ну, такие ситуации, которые вы не можете контролировать. Или, к примеру, вам приходит отказ по визе с формулировкой, что недостаточно документов, нужно подавать заново, хотя вы все подавали по списку. Кто-то из коллег или знакомых может распускать слухи или пытаться манипулировать вами, чтобы вы отказались от своих амбиций. Но тут же включается мощная поддержка, не все так просто. Не так просто сбить вас с толку. Нептун из 5-го дома дает вам интуицию и творческий прорыв. Если логика буксует, внутренний голос подскажет вам обходной путь. Может вам присниться решение проблемы. Случайно встретите человека, который даст нужный совет. Стояли на кассе, где-то услышал человек разговаривать по телефону, что ему открыли визу через какое-то агентство. Вы просите контакт, звоните, вам это делают за неделю. Уран из 7-го дома добавляет элемент неожиданности через партнера или союзника. Муж или жена, деловой партнер могут внезапно найти выход, о котором вы даже не думали. Или старый клиент позвонит с предложением, которое перекрывает все ваши текущие расходы и трудности. Может быть, вы хотите взять отпуск для учебы или поездки, а начальник давит, если уедешь, твое место займут. Но коллега неожиданно предлагает подменить вас, и решается конфликт. Либо вы работаете на себя, находите крупного иностранного заказчика, но переговоры заходят в тупик из-за юридических каких-то мелочей. Звонок старого партнера спасает сделку, предлагается какой-то компромиссный вариант. Или вы планируете переезд с семьей за границу, но свекровь или сестра против, или не могут помочь, хотя обещали, или настраивают вас против других. Муж внезапно может занять вашу сторону и разрулить ситуацию одним разговором. Либо если вы ждете новостей от детей за границей, если взрослые дети, у них что-то решается важное, то они вам могут позвонить и сказать: да, мы получили ВНЖ, ПМЖ, работу, у нас все сложилось, мы переехали. Может прийти сообщение от внука, или о внуках, кстати, да, может быть новость, что вы станете бабушкой, дедушкой внезапная. В общем, такой день, когда, да, напряженненькая энергия, что-то может срываться, идти не по вашему плану, но помните, что есть поддержка. Поддержка в виде ваших близких. Обязательно все вырулится, обязательно все решится. Не пытайтесь подавить сопротивление силой. Плутон любит контроль, но вы сильнее, если вы действуете гибко. Доверьтесь интуиции, не отказывайтесь от неожиданной помощи, прислушивайтесь. Может, кто-то со стороны вам что-то посоветует. Прислушивайтесь к партнеру, друзьям. День, когда нужно не ломиться в закрытую дверь, а найти ту, которую приоткрыли или забыли закрыть. Обходной путь. Переговоры, поездки, документы требуют максимальной внимательности, но если вы сможете обойти острые углы, то заложите фундамент для масштабного роста, который Юпитер обеспечивает вам уже к концу месяца, стрельцы. Либо даже по этому аспекту вы узнаете, что ждете ребенка, и тут событие радостное, но ставит вас перед выбором, что придется отказываться от карьеры, выбирать, декрет, да, воспитывать ребенка, либо что очень классно, круто, но вы не ожидали, и вы должны были переезжать в другую страну, а тут вы узнаете о беременности, и планы рушатся, меняются, либо откладывается покупка какая-то крупная. То есть такая вот энергия, да, неожиданных каких-то перемен, ну ничего. Все это во благо, все это с хорошей энергией. Обязательно делитесь, столицы. Может, у вас уже есть планы какие-то на конец июля, вы об этом знаете. Делитесь, не жадничайте, мы все вам пожелаем удачи. Так, чтобы вы мне не писали, что у вас прогноз не сбывается, если вы стрелец по Солнцу, родились в октябре, то смотрите еще и по асценденту своему. Может, по асценденту вы лев, и сейчас Юпитер пришел в ваш первый дом, будет вас очень сильно поддерживать, давать вам рост дохода и поддерживать. Смотрите правильно гороскопы. Если не знаете асцендент, пишите в комментариях дату, время, место рождения. Переслушайте еще раз, что я перечислила, и все данные оставляйте. Тогда я вам отвечу, бесплатно рассчитаю для ваш асцендент, и вы будете, у меня уже язык заплетается, прошу прощения, вы будете правильно смотреть свои гороскопы и не писать, что у вас они не сбываются. 22 июля Солнце переходит в знак Лев, ваш 9-й дом гороскопа на целый месяц, стрельцы.
Солнце будет высвечивать и заряжать энергией ваш сектор дальних планов, путешествий, образования, юридических вопросов, работы с иностранцами, как прожектор, который внезапно включается над картой мира, над вашими документами на визу, над стопкой учебников или над списком стран, куда вы мечтали полететь. Все, что связано с расширением ваших горизонтов, становится главной темой месяца. Если вы давно хотели подать на визу, на гражданство, записаться на курс, поступить в вуз, начать судебный процесс или просто купить билеты в отпуск, в какую-то страну, где вы не бывали, но вы мечтаете об этом, сейчас самое время. Энергия Солнца даст вам уверенность и видимость. Там же находится Юпитер. Супер возможности. Ваши заявления, документы, обращения в госорганы, в консульство получат хороший ход событий. Можете устраиваться в международную компанию, искать сотрудничество с иностранцами, искать клиентов из-за рубежа. Хороший момент для публикации, выступлений, запуска международных проектов. Если вы работаете с иностранными клиентами или компаниями, или вы уже в эмиграции, тут у вас будет удача. Контактов будет больше с людьми из разных стран, разных национальностей. Может быть, вы вообще в этот месяц будете пробовать кухни разных стран, изучать язык иностранный какой-то, переезжать физически. Для кого-то это будет уже переезд. Солнце высветит эту тему, да, тему иммиграции. Тут все будет очень активно, и люди из других стран сами начнут на вас выходить. Может, вы познакомитесь с иностранцем, женитесь на иностранце или на иностранке, на девушке другой культуры или национальности, и переедете жить в другую страну. 9-й дом еще вопросы материнства, отцовства в широком смысле этого слова. Это еще и внуки, это еще и второй ребенок, важные события какие-то у него. А для кого-то в этом месяце появится новость, которая расширит картину мира. Вы узнаете, что станете мамой, отцом или тетей, дядей, бабушкой, дедушкой. Ваше, не знаю, сознание как-то расширится, поменяется, ваш взгляд на жизнь. Или взрослый ребенок сообщит о важном событии, о свадьбе, переезде. Для кого-то это момент, когда вы сами решитесь, если у вас уже есть один ребенок, на второго ребенка. Прекрасный период. Солнце будет высвечивать тему 9-го дома гороскопа. Вы будете решать какие-то юридические вопросы, юридические дела, визы, больше контактировать с разными людьми, будет меняться ваше мировоззрение. Может, вы впервые куда-то поедете или впервые полетите на самолете, какие-то такие классные впечатления. Возможно, это период отпуска, отдыха, либо у вас переквалификация, вы будете, как правильно сказать, в общем, получать аккредитацию, да, если я правильно это произнесла, что-то, что будет повышать ваш статус. Может, вы уже получите диплом или сертификат, либо подадите документы на второе высшее. Будете решать юридические вопросы однозначно. Стрельцы, делитесь. Это Солнце будет высвечивать тему 9-го дома. Делитесь, что у вас будет происходить в конце июля. Уже 23 июля Меркурий развернется в прямое движение наконец-то в знаке Рака, в вашем 9-м, прошу прощения, в вашем 8-м доме в знаке Рака, и завершается ретроградный период, который с конца июня путал вам все карты в сфере чужих финансов, долгов, кредитов, наследства, страховок, выплат каких-то, может, вы подавали на них, ждали, они никак не могли прийти. Все, после 23 июля вы получите свои деньги, свои выплаты. Если вы, не знаю, сталкивались с ошибками банковских переводов, меняли банк, карточку, теряли документы или вам напоминали о старых долгах, теперь все это начинает разворачиваться в сторону порядка. Документы, которые зависали в банках, налоговой, страховой, будут продвигаться. Если вы ждали одобрения по выплатам, кредитам, ипотеке, возврата налогового вычета или ваших дивидендах каких-то, процесс ускорится. Старые долги, которые вы считали забытыми, вернутся для окончательного закрытия. Можете наконец-то закрыть долги. Можете получить то, что должны были вам. Если вы оформляете наследство, алименты, материнский капитал, пособие, пенсию, в ближайшие дни придут недостающие справки или финальное решение и уже выплата. 27 июля напряженный день. Солнце будет в оппозиции к Плутону. Солнце дает энергию, желание расширяться, дает вам право настоять на своем, когда вы считаете, что вы правы, спорите с кем-то. Плутон — планета власти, контроля, давления и трансформации. Это ближайшее окружение, это родственники, это братья, сестры, соседи, коллеги. С ними можете повздорить, конфликтовать, может быть, разные взгляды у вас с ними, разногласия какие-то. Это документы, это короткие поездки, информация, переговоры. Знак Водолея добавляет внезапности и упрямства. Оппозиция — это противостояние. Ваш личный порыв к свободе, путешествиям, справедливости сталкивается с жестким какими-то манипулятивным давлением через бытовые обстоятельства, бумаги, людей, которых вы не выбирали. Может, вы собираетесь в долгожданную поездку, путешествие, начинаете обучение за границей, но внезапно брат, сестра ставят вам ультиматумы, требуют решить срочную проблему, либо обесценивают ваши желания, стремления.
Или из университета, консульства, суда приходит запрос, требования в течение суток донести какую-то справку, которую можно взять только в вашем районном там центре, и вы вынуждены срываться в короткую поездку, ехать куда-то в столицу, что-то делать. Иностранный партнер, работодатель за границей может внезапно требовать срочного созвона, личной встречи в соседнем городе, и вы не можете отказать, хотя это ломает все ваши планы. В переговорах с юристами, чиновниками, издателями можете столкнуться с давлением или шантажом. В том третьем доме это манипуляции через информацию. Вам могут угрожать судом, сливом личных данных или просто давить авторитетом, чтобы вы отказались от своих амбиций. На том уровне может быть так, что вы запланировали отпуск, а соседи, как я уже сказала, там затопили вас или устроили какой-то ремонт, и теперь нужно какое-то согласие ваше, или у вас там вода общая, или приходится перекрывать воду во всем доме, потому что у соседей ремонт. Ну, такое что-то. И, не знаю, нужно срочно решать вопрос с соседями, документами, вместо того, чтобы ехать в аэропорт. Или приходится срочно менять билеты, рейс, допустим, отменяют. Не переживайте, это экзамен на прочность, этот день нужно выдержать, Юпитер потом даст вам награду. Плутон просто проверяет, насколько вы готовы стоять на своем, когда на вас давят через мелочи и ближайшее окружение. Примите ситуацию, разрешите ее, идите дальше, не зацикливайтесь на этом. Не поддавайтесь на манипуляции, не рубите с плеча, но не сдавайте свои позиции. Стрельцы, записывайте, запоминайте, ставьте себе напоминание. Та самая бриллиантовая дата 29 июля. Соединение Солнца и Юпитера в вашем 9 доме гороскопа. Соединение вашей планеты-управителя, планеты счастья. Главная дата месяца всего года для исполнения желаний. Такой даты для вас не будет в ближайший год. Лучшая, просто лучшая дата. Солнце встречается с Юпитером в знаке Льва, потому что Лев очень щедрая планета, а Солнце находится в своей обители. Солнце управляет знаком Льва. Это сектор дальних поездок, это сектор осуществления мечты, это иммиграция, это высшее образование, это международные проекты, публикации всего, что расширяет ваши горизонты. Вы можете стать популярными просто за сутки, добавив какое-то видео. Такого соединения в вашем 9 доме не было последние 12 лет и не будет еще 12 лет. Точка запуска годового цикла удачи, которая разворачивается для вас следующие 12 месяцев. Энергия дня, абсолютная щедрость, подарки судьбы и зеленый свет для ваших самых смелых планов. Действует она неделю до-после. Юпитер, планета великого счастья, ваш покровитель. Солнце дает свет, волю и видимость, а Лев добавляет королевского размаха. Если у вас есть большие планы, поехать в страну мечты, выиграть суд, получить визу, гражданство, начать зарабатывать по 20 тысяч долларов в месяц, поступить в престижный вуз, опубликовать книгу, сняться в фильме на Netflix, запустить международный проект, получить Оскар. Вот именно в этот день нужно закладывать намерение, прописывать свои желания. Если вы давно хотели о чем-то попросить Вселенную, если вы, в принципе, хотели куда-то позвонить, добиться ответа, попросить повышения, улучшения условий, найти работу мечты, делайте это 29 июля, день, когда вас услышат и пойдут навстречу. Вам могут неожиданно одобрить визу или гражданство, вам поступит предложение о работе с очень крупной суммой, зарплатой, или обучение за границей вам могут выплатить. Вы можете выиграть что-то, конкурс, соревнования, получить награду. Можете получить подарок, билет мечты или оплату путешествия, подписать контракт с иностранной компанией, о котором вы даже не мечтали. Кто-то из вас проснется с четким пониманием, что моя мечта реальна, я начинаю действовать. Обязательно прописывайте желания, делайте карту желаний, я тоже буду ее делать 29 июля. Спишемся с вами в телеграм-канале, в моем бесплатном, подписывайтесь. Обязательно покупайте 2 чашки кофе, но стоимость моего гайда, моей инструкции, но вы будете знать, что 100% у вас желания будут сбываться, потому что я сама по этой инструкции делаю себе карту желаний. Обязательно делайте, обязательно. Ссылку я оставлю в комментарии, в описании под этим видео есть, и обязательно после того, как сбудутся ваши желания, пишите мне. Там самое главное есть такой инструмент, который я сделала, который запускает сразу же ваши желания, дает исполнение в течение 2 недель, сразу же активирует вашу карту желаний. Это как активировать банковскую карточку, да, или сим-карту, когда вставлять телефон, нужно набрать определенный пин-код, чтобы активировать ее. Так и я вам оставила активацию. Это просто смешные деньги, $9 за такой инструмент, который исполняет ваши желания. Еще я вам дала золотую бриллиантовую дату, когда это сделать. Просто... Я даже не знаю, что может быть. Может, у вас свадьба в этот день, предложение руки и сердца. Может, вы познакомились с иностранцем или с девушкой издалека. Все, вы женитесь, выходите замуж. Кстати, и это знакомство, этот союз может принести вам богатство, расширение ваших доходов, потому что человек будет престижный. Юпитер во Льве дает состоятельных ухажеров. Либо, к примеру, ваша жена может быть из какой-то семьи, образованной, известной семьи, или сам супруга могут быть какими-то известными людьми, можете познакомиться с ними. Прекрасный аспект. Вы можете получить в подарок машину, квартиру,
А, Обязательно делитесь, стрельцы, как у вас прогресс. Вы можете подписать контракт мечты, найти клиента на очень крупную сумму денег, сделку закрыть. Сделка, которая может стоить всех ваших потраченных сил, усилий. Прекрасный день, используйте его по максимуму. В любом случае, это день, когда ваше представление о собственных возможностях расширяется. Вы видите дальше, чем видели раньше. У вас просто откроются глаза. Вы будете готовы загадывать, мечтать, действовать. Вселенная откроет вам двери, о существовании которых вы даже не подозревали. И я вам просто завидую, стрельцы. Подписывайтесь, мой канал может не попасться вам больше в рекомендациях, если вы просмотрели, но не подписались. То есть у YouTube постоянные обновления, чтобы меня не потерять. Подписывайтесь, пишите комментарии, лайки. Вам это вернется подарочками судьбы в вашу копилочку, в вашу карму. Если вы оставляете мне комментарии, пишите, это есть обмен энергией. Я вам информацию, вы мне поддержку. Благодарю вас за просмотр и желаю вам очень удачного, успешного, финансово успешного месяца, исполнения ваших желаний, дорогие стрельцы.